Всем доброго утра, друзья мои. Предлагаю вам послушать немного важную беседу птиц с утра. Это у нас трасса шумит недалеко отсюда, через лес. Иначе вообще была бы тишина. Ну вот, послушайте. Я хочу перед тем, как передохнуть немного, я хочу подарить вам один замечательный ритуал. Разные варианты, разное время появлялись у людей или передавались в семье, или люди учились, узнавали у ведьм. Поэтому вариантов может быть различных немало. Просьба на тень, чистка на тень. Я постепенно вас научу этому всему. Я хочу вам подарить свой вариант этого ритуала. И он очень сильный, очень действенный. Единственное, что я хочу вам сказать, вы должны правильно сказать этот заговор. Прочитать, неважно. Но сказать правильно и по всем правилам. И никогда не делиться ни с кем результатом. Не рассказывать, что вы просили и что вы получили. Единственное, если вы хотите потом поделиться впечатлениями с нашими зрителями, да, вы можете просто сказать: все получилось. А как, чего, вообще не углубляйтесь в это. Просто говорите: все получилось. Тень – это наш двойник. Некоторые говорят, что тень – это наш хранитель. Это тот самый дух, который принимает наш облик и появляется то в образе тени, то в образе нашего двойника в зеркале. Как бы там ни было, тень ходит за нами по пятам. Именно поэтому говорят: плохие мысли не говорите, лишние слова не произносите, потому что тень, которая рядом с вами, тут же спохватит и исполнит. Как нужно попросить у своей тени исполнения своего желания. Но желание такого реалистичного: получить работу, поговорить с любимым человеком, чтобы он пришел поговорить, может быть, поставить точки над «и», попросить ту сумму, которая вам нужна, может быть, чтобы купить себе что-либо, и оно быстро соберется за короткое время. Одним словом, подобное желание. Можно даже попросить помощи в лечении болезней. Естественно, тень вас не вылечит, но появится тот врач или такие обстоятельства, что вас вылечат. Просить можно только за себя. Как нужно это делать? Выходите на улицу днем, когда еще солнце, когда еще можно увидеть свою тень. Становитесь, смотрите на свою тень. Нужно руки, значит, сцепить таким образом пальцы, чтобы создать замок. Смотреть на тень и 3 раза произнести, причем четко говорить свое желание не со словами «я хочу» или «дайте мне», а именно «прошу, чтобы у меня получилось так», или «помогите мне, там, например, собрать денег для такого-то такого случая», «помогите мне устроиться на эту работу», или «помоги мне», да, к тени, если. «Хочу» слова не должно быть.
Итак, произносите 3 раза вместе с желанием, отворачиваетесь и уходите. У вас оно получится. Чаще всего получается из 80% тех людей, которым я говорила, этот заговор получалось. У 20 не получалось из-за того, что они неправильно сделали, ошиблись, споткнулись, в общем, боялись, были неуверены. Но второй раз повторили и получилось. Как часто можно просить? Не чаще, чем раз в неделю. Можете одну и ту же просьбу повторять каждый раз у вас сильнее и сильнее будет получаться. Смотря какая просьба. Но если вас приняли на работу, уже второй раз повторять не нужно. Если сумма еще достаточно не собралась, то стоит, то она будет быстрее собираться и так далее. Смотря какая просьба. Если касаемо выздоровления, то просить столько, пока полностью болезнь не исчезнет. Но еще раз говорю, медицину не забывайте, она не просто так создана. Итак, читаем таким образом 3 раза. Боги создали небо и землю. Боги создали ночь и день. Создали человека и его тень. О ты моя, о ты тень моя, данная мне на каждый день. Прошу, услышь меня. Желание, коротко, например. Помоги мне, пожалуйста, устроиться на такую-то работу. Называйте работу. Или помоги мне, пожалуйста, собрать там 300 тысяч на покупку такого-то чего-то. Я надеюсь, поняли. Заклинаю тебя тьмой и светом, бездной и небесами. Посчитай мою просьбу как приказание и исполни. Заклято. Еще раз. Боги создали землю и небо. Извиняюсь, небо и землю. Боги создали ночь и день. Создали человека и его тень. О, ты, тень моя, данная мне на каждый день. Прошу, услышь меня. Желание говорите. Заклинаю тебя тьмой и светом, бездной и небесами. Посчитай мою просьбу как приказание и исполни. Заклято. Да. Постарайтесь, чтобы там, где будет ваша тень, не было тени других предметов, то есть, чтобы они не пересекались. Ваша тень должна быть свободна, в свободном пространстве. То есть, стойте в таком месте, чтобы рядом не было предметов, и они не пересекались, тем более, не шли поперек вашей тени. Ваша тень должна быть свободна, она вас услышит и исполнит. Боги создали небо и землю, боги создали ночь и день, создали человека и его тень. О, ты, тень моя, данная мне на каждый день, прошу, услышь меня. Желание. Заклинаю тебя тьмой и светом, бездной и небесами. Посчитай мою просьбу как приказание и исполни. Заклято. Тень должна быть на улице, не дома. Дома не подходит. Во дворе у себя, да. И последний раз читаю. Боги создали небо и землю, боги создали ночь и день, создали человека и его тень. О, ты, тень моя, данная мне на каждый день. Прошу, услышь меня. Говорим желание. Заклинаю тебя тьмой и светом, бездной и небесами. Посчитай мою просьбу как приказание и исполни. Заклято. А как все это делать, я надеюсь, помните. Я вам сказала, объяснила, каким образом это произносится и для каких случаев. И еще раз, ни с кем не делимся и не говорим. Иначе это все постепенно начнет исчезать. В этом случае надо хранить молчание. Если хотите поделиться, что получилось, просто говорите: все получилось, и все. Больше ничего. Как получилось, чего, дальше не разговариваем. Если хотите говорить. Все, друзья мои, удачи. Пойду немного отдохну. И дальше займусь делами.